Привет из Беларуси. Середина ноября. В саду все меньше становится красок, но еще есть на что посмотреть. Я иду в теплицу проверить свои растения. Приглашаю вас вместе со мной. Теплица у меня неотапливаемая. Иногда включаю вот такой тепловентилятор на ночь. И хотя у нас уже был небольшой снежок, но еще в теплице комфортно растениям. Ну, розы, вы видите, стоят. И их я буду опускать уже в погреб, когда морозы такие будут, ну, -8, -10 тогда. Потому что в теплице розы вполне выдержат такую температуру. Там и -5, теплица будет теплее. Так что они не малыши, выдержат вполне. Кто у меня тут еще остался? Видите, бегонии уже нету. Вся красота уже у меня в доме стоит на подоконнике. Ну вот, осталась эуфорбия. Такое интересное растение, я про него рассказывала. Тоже заберу в дом, но она не боится холодов. У нас уже ночью было около нуля, было несколько таких ночей. Включаю тепловентилятор, но здесь остались уже растения, которым, собственно, не нужно большое тепло. Вот еще маточник тоже забрала с улицы алисума вегетативного. Я его обрезала. Ну, можно еще, конечно, обрезать. Ну, вот так. У меня еще даже 2 экземпляра стоят на улице в горшках. И, конечно, они не такие красивые, как этот, но морозы вполне, небольшие заморозки могут выдержать. Пеларгонии, маточники тоже еще пока стоят здесь, зональная. И еще есть у меня здесь плющелистная моя. Вот ящик забрала своей сиреневой такой вот. Он у меня всегда стоит возле дверей на подоконнике с парадной стороны дома. Поэтому вот переехал уже какое-то время в теплицу. Тоже будет все забираться, потому что, ну, +5, вот эта температура, которую, ну, чуть меньше пеларгония может вынести, плющелистная. И, как видите, вот в холоде, да, она себя и неплохо чувствует. Я сделала маточники такие летом. Вот они молодые, хорошие, такие свежие. Есть те, кого я забрала из ящиков. Просто обрезала и пересадила. Вот тоже плющелистная. Буду забирать ее себе как маточники. Или вот ярко-красная. Вот у меня есть ярко-красная, а есть потемнее немножко такая вишневая. Они очень похожи, но все-таки различаются. И белая тоже. Сорта не знаю, честно говоря, потому что доставались разными путями и покупались без названия. Ну, вот то, что собрала себе такую небольшую коллекцию. И сама их очень люблю, для себя делаю. Ну, и на продажу, конечно, тоже по весне. Еще у меня здесь фуксия. Фуксия занимаюсь первый год. Поэтому нет у меня еще каких-то таких, знаете, крепких, прочных знаний, но растение, конечно, очень красивое. Тут уже у меня сортов, наверное, около 10. Есть какие-то обрезанные экземпляры. Уже я и продавала их. Мне подписчица прислала в начале весны черенки укорененные. И все они у меня, в общем-то, хорошо росли, цвели и продавались. Ну, надо было просто опробовать для себя это растение для меня. Новое. Есть такие интересные экземпляры у фуксии. Мне особенно вот этот сорт нравится. Не знаю, как он называется, но вот он сначала синий распускается, потом цветок становится больше, и в конце вот цвет его меняется. Это все вот на одном экземпляре. Очень красиво. Ну, конечно, уже холодно, и цветение не такое обильно, хотя даже в холоде вот обрезанные уже закладывают бутоны. Тоже все буду забирать в дом. Конечно, у меня там температура довольно высокая для фуксии. Не знаю, как мы с ней перезимуем, но надеюсь. Есть вот такие экземпляры, смотрите, вот чисто ампельная. Тоже такие интересные цветки. Они хоть и простенькие, но на таких длинных ножках. То есть фуксия интересное растение. Вот единственное, что что-то я пропустила, не оборвала
плоды. Не надо, чтобы они завязывались, силы только забирают растения. Я в теплицу свою хожу каждый день с утра, проверяю, может, кого полить надо, да. Вот. Нет, еще пока не надо, еще политые. Зимой вот в такое время холодное полив не должен быть обильным. Он у нас ограниченный, тем более тут все такие растения, которые не сильно нуждаются в нем. Еще осталась у меня моя дихондра здесь висеть. Ну, пока холодно, конечно, а в тепло забирать мне не хочется. Она и так уже немножко такая, знаете, не совсем свежая. Но я забрала молодой экземпляр, хороший такой тоже, один в дом. Ну, и эту, наверное, тоже заберу. Не знаю, пока не решила. Если место будет, заберу. А если не будет, так уже и оставлю здесь. А это у меня в ящиках стоит абриетта. Это очередной у меня растительный эксперимент. Значит, 2 сорта абриетты я посеяла летом. Хочу, чтобы она у меня перезимовала. Ну, вот такие уже неплохие растеница. Да, объем 200 миллилитров. Хочу, чтобы перезимовала в горшках, потому что абриетта очень не любит, когда тревожат у нее корни. Она теряет свой внешний вид. И даже когда продолжает цвести после пересадки, то все равно внешний вид у нее страдает от этого. Даже если с большим комом выкапывать. Я уже пробовала и так, и сяк, поэтому следующий вот такой буду пробовать способ. Кусты уже хорошие, она будет цвести на следующий год. И по весне мне не нужно будет возиться с ее посевом. Ну, как оно все выйдет и что из этого получится, мы с вами посмотрим весной. У меня тут еще одна моя фуксия. Я ее выкопала. Она была у меня в открытом грунте на клумбе росла. Вот такая тоже красивая. Но это уже у меня 2 года фуксия. И этому экземпляру уже тоже больше 2 лет. Она у меня будет зимовать второй раз уже. Вот именно это самое растение. Вот. Одревесневшие уже такие у него стволы. Это моя гвоздика красная, которую я забрала из открытого грунта, обработала. Видите, она чуть лучше уже стала и вся прям зацвела. Ну, красиво, красиво. Вот она не боится ни морозов, ничего. Она в горшке может и зимовать вот так. Ну и пару кустиков розмарина тоже забрала. Розмарин зимует у меня в теплице, но я его прикапываю. Достаю из горшка и прикапываю его в землю. Тут еще гвоздика, которую я недавно пересаживала. Вот есть, обрезала очень сильно. И видите, вот она уже начинает пускать. Ну, может, ей тут и холодно для того, чтобы обильно расти. Не знаю, подумаю. Может, и заберу ее в дом, чтобы она немножко отошла. Есть экземпляры получше. Такие, которые были с самого начала хорошими. Вот. А есть... Боюсь обрезать кардинально, чтобы ничего не испортить. Пока пусть вот так сидит, пока, так сказать, силы наберется, а там уже обрежу ее. Ну вот так у меня пока в теплице. Ну а у вас что? Как вы готовитесь к зиме? Пишите. У меня на сегодня все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.